Вы знаете, где можно найти самый крутой клад всех времен? Его колоссальный размер трудно представить, но зачерпнуть сокровища будет трудно, ведь речь идет о космических богатствах. Полезные ископаемые Вселенной оцениваются в квинтиллионы долларов. Их добыча может навсегда покрыть все потребности человечества. Кто откажется получить свой кусок от такого пирога? Начинается новая золотая лихорадка. И вскоре многочисленные старатели хлынут на поиски кладов по всей Вселенной. Кому, как не нам, космическим путешественникам, быть в их первых рядах? Берем отбойные молотки, металлоискатели, лопаты, компасы, ну и все остальное, что входит в набор искателя сокровищ. И в путь. Ученые сообщают о золотых, платиновых, кобальтовых, литиевых и многих других богатейших копиях на разных небесных телах. Как найти среди них место, в котором Вселенная скрывает свой самый крутой алмаз размером больше Земли? Где рубины и сапфиры падают с неба? Во время поиска сокровищ нас поджидает множество опасностей и неожиданных ситуаций. Но приз будет просто космическим. Казалось бы, самыми перспективными для старателей являются планеты. Там есть где развернуться. Наверняка на их поверхности и в недрах скрывается много всего такого, что нам на Земле очень бы пригодилось. Однако планеты от нас чрезвычайно далеко. Геологическая разведка, добыча, доставка к нам ресурсов – здесь встает целая масса сложных, порой неразрешимых в ближайшем будущем задач. Не легче ли иметь дело с теми небесными объектами, которые хоть и меньше, но сами идут в руки? Космические старатели, конечно, поняли, что речь идет о кометах и астероидах. На сегодняшний день специалисты считают их самыми перспективными для добычи полезных ископаемых и других природных ресурсов. Серебро и золото, палладий и платина, иридий и вольфрам, никель и молибден. Околоземные астероиды содержат колоссальное количество редких металлов. Потребность в них с развитием промышленности только увеличивается, а цены на мировых рынках неизменно растут. Впрочем, металлы и редкоземельные ископаемые – это не все богатства небесных камней. Астероиды также являются бесценным источником минеральных веществ, необходимых и сельскому хозяйству. Речь идет прежде всего о фосфоре, который в больших количествах содержат многие космические скалы. Кроме того, огромный интерес для человечества представляют ледяные небесные тела. Кометы и их выродившиеся ядра способны стать отличным источником воды и кислорода, необходимых для поддержания жизни, а также водорода, одного из основных видов ракетного топлива. И все же пока полезные ископаемые считаются основным богатством астероидов, частью этих ресурсов космические камни уже с нами поделились. Фактически все золото, кобальт, железо, марганец, молибден, никель, осмий, палладий, платина, рений, родий и рутений, которые сейчас добывают из верхних слоев Земли, являются остатками астероидов. По одной из теорий, этот материал попал на нашу планету во время ранней метеоритной бомбардировки. Гипотеза заключается в том, что после формирования земного ядра прошел метеоритный дождь. Космические камни, обрушившиеся на нашу планету, содержали определенное количество золота и других ценных металлов. Все эти богатства оказались в земной мантии и континентальной коре. Затем, более 4 миллиардов лет назад, из-за большой массы Земли начала происходить дифференциация недр. В результате большинство тяжелых элементов под действием гравитации опустилось к ядру планеты. Потому кора оказалась обедненной тяжелыми элементами, а на большинстве астероидов из-за незначительной массы никогда не происходила дифференциация недр, потому что химические элементы распределены в них более равномерно. И сейчас на Землю прилетают метеоры, которые часто состоят из золота, платины, алмазов, никеля. Даже не перечислить все сокровища, которые периодически буквально падают с неба нам на голову. Только мы не сможем воспользоваться этими сокровищами, ведь большинство метеоритов сгорает в атмосфере Земли. Все драгоценности расплавляются, а затем испаряются во время падения под воздействием безумных температур. Так что метеоры не помогут старателям получить какой-нибудь куш. Другое дело астероиды.
которые, как огромные корабли, дрейфуют по бескрайним океанам космоса. Время от времени они оказываются опасно близко к Земле. Впрочем, эти небесные скалы не только представляют угрозу, а порой несут настоящие клады на своем борту. Мы познакомимся с самыми перспективными астероидами для искателей сокровищ. 2011 UW-158. Околоземной объект размером 320 на 150 метров и весом около 100 миллионов тонн в этом смысле чрезвычайно интересен. Он относительно хорошо изучен во время сближения с нашей планетой в 2015 году. Тогда астероид пролетел чуть дальше орбиты Луны, потому попал в категорию потенциально опасных для Земли. Впрочем, как видим, никакого вреда 2011 UW-158 нам не принес. Зато мы можем назвать его в прямом смысле слова очень дорогим гостем. В составе астероида оказалось много платины и других ценных металлов. Некоторые эксперты оценили его сокровища в сумму от 300 миллиардов до 5-4 триллионов долларов. Нерей – еще один околоземный астероид, который можно назвать настоящим миллиардером. По оценке базы данных астероидов, стоимость кобальта, никеля и других его металлов составляет около 4,7 миллиарда долларов. Из-за странного маршрута этого небесного скитальца астрономам удалось неплохо изучить. Астероид отличается сильно вытянутой орбитой. Благодаря этому в процессе движения вокруг Солнца он пересекает орбиты Земли и Марса. Раз в 1,82 года Нерей сближается с Землей, и при каждой встрече его орбитальное движение оказывается довольно хаотичным. Ученые полагают, что небесную скалу раскручивает Земля силой своей гравитации. Несмотря на неспокойный характер, сам астероид имеет очень низкую, даже по сравнению с Луной, силу тяжести. А на нашем спутнике она примерно в 6 раз меньше, чем на Земле, так что добытые материалы легко будет поднимать с его поверхности. Но по-настоящему озолотить охотников за сокровищами может астероид Психея. Правда, напрямую золото здесь как бы и ни при чем. Это самый крупный металлический астероид из тех, что известны астрономам. Содержание железо-никельной руды в небесной скале в 100 тысяч раз превышает ее запасы в земной коре. Такого количества хватило бы для обеспечения потребностей человечества в течение миллионов лет. И да, небольшая часть материала Психеи, вероятно, включает драгоценные металлы, в том числе золото. НАСА планирует вскоре начать изучение этих ресурсов с помощью аппарата Психея, который запустили в космос в 2023 году. Зонд выйдет на орбиту Психеи в 2029, совершив всего один гравитационный маневр у Марса. Аппарат возьмет образцы содержимого астероида и доставит на Землю. Тогда ученые смогут точнее выяснить, действительно ли он настолько дорог, как принято считать. Сейчас содержимое Психеи оценивается в заоблачную сумму – 10 тысяч квадриллионов долларов. Это единица с 15 нулями. Не хватит жизни, чтобы пересчитать столько купюр. Но достаточно, чтобы сделать миллиардером каждого жителя Земли. Вообще, богатство астероидов многие специалисты считают просто фантастическими. Но как можно это подсчитать? Пилотируемых миссий к астероидам пока не проводилось. Однако астрономы неплохо изучили их состав благодаря спектрографическим исследованиям. Спектр излучения, отраженного поверхностью астероидов, в зависимости от их содержимого меняется. Исходя из этого, ученые делают выводы о присутствующих в таких объектах веществах. Подобным способом в астероидах были обнаружены те же редкоземельные и благородные металлы – железо-никелевая руда. Не самый крупный астероид может содержать ее столько, что хватит для обеспечения всей тяжелой промышленности мира на год или два. Даже средний объект из железа диаметром в 1 километр может содержать 30 миллионов тонн никеля, 1,5 миллиона тонн кобальта и 7,5 тысяч тонн платины. Цена только последнего из этих металлов превышает 150 миллиардов долларов. По оценке экспертов НАСА, стоимость ресурсов пояса астероидов, согласно текущему рыночному курсу, превышает 500 квинтиллионов долларов. Просто захватывает дух. Такие громадные ресурсы, если они слегка переоценены,
покроют любые затраты по добыче. Если сравнивать с другими проектами, то даже 400-метровая Международная космическая станция обошлась всего в несколько десятков миллиардов долларов, а МКС считается самым дорогим космическим сооружением на сегодняшний день. Конечно, трудностей на пути освоения астероидов выпадает немало. Одна из них состоит в том, что небесные скалы быстро вращаются вокруг своей оси. Прежде чем организовать добывающее предприятие, нужно остановить такую космическую юлу. Например, предлагается установить на объекте ракетные двигатели, что позволит замедлить вращение астероида. Хлопот добавит и отсутствие гравитации. Правда, оно даст возможность орудовать такими объемами материала, какие не всегда под силу земным экскаваторам. С другой стороны, роботам, машинам и людям придется каким-то образом крепиться к поверхности астероида, иначе может снести в открытый космос. Стыковку с астероидом в подобных условиях можно выполнить с помощью гарпуна. Он представляет собой специальный снаряд, который с помощью выстрела углубляют в объект. Этот своеобразный якорь посредством лебедки и троса, закрепленного на гарпуне, притягивает сам корабль или оборудование к поверхности астероида. При этом необходимо, чтобы небесный камень был достаточно твердый и гарпун надежно в нем закрепился. Таким способом будет удобно производить переработку руды прямо на месте ее добычи, а затем доставлять на Землю. Можно пойти и противоположным путем – переместить астероид на безопасную орбиту между Луной и нашей планетой. Это позволит существенно снизить затраты на транспортировку добытых материалов. Правда, понадобится доставка на астероид дополнительного оборудования, что несколько повысит стоимость проекта. Если говорить о технологиях самого производства руды, то тут тоже есть несколько идей. Некоторые специалисты считают эффективным метод, который сейчас используется в земных карьерах. Так как многие астероиды покрыты обломками породы в результате многочисленных падений метеоритов, этот способ вполне применим. У ряда объектов поверхность может быть покрыта зернами металлов. В таком случае хорошим решением станет сбор сырья с помощью магнита. На некоторых из комет с помощью нагревания можно добывать воду и различные летучие соединения газов. Например, водород. Конечно, не на всех небесных камнях получится добывать сырье открытым способом. В некоторых случаях на больших астероидах придется вырыть шахты. Тогда необходимо строить транспортные системы для доставки руды из шахт на поверхность, а затем в центры обработки. К этим опасным и тяжелым работам или для ликвидации аварий не обязательно привлекать людей. Самовоспроизводящиеся машины здесь будут идеальным решением. Представьте робота, который сначала добудет с поверхности астероида материал, а затем из этого сырья соберет свою точную копию за 1 месяц. Тогда спустя 10 месяцев их будет до 1024, 20 месяцев – более миллиона, 30 месяцев – более миллиарда, а через 50 – более триллиона и дальше в геометрической прогрессии. За 5 лет эта армия роботов по расчетам ученых сможет переработать более половины всей массы Психеи. Словом, планов много, причем каждый по-своему очень привлекателен. И первые компании уже готовятся к осуществлению своих проектов. Так, технология американской компании TransAstra основана на методе так называемой оптической добычи. Она потребует концентрации солнечного света, чтобы извлекать сырье из космических объектов. В приоритете у компании крупномасштабная добыча воды и материалов для ракетных двигателей. В другой американской компании CASE, опираясь на исследования зонда Хаябуса, миссии Розетта и Даун, хотят создать для добычи полезных ресурсов на астероидах сравнительно простой модуль. С его помощью миссия планирует добыть около 40 тонн ценной руды и доставить ее на Землю. Интересуется подобными задачами также в Институте перспективных проектов НАСА. Научная организация разрабатывает концептуальные возможности добычи ископаемых на астероидах, но пока не презентовала свой проект. Конечно, не только астероиды представляют собой драгоценные космические кубышки. Посмотрите на объект, который мы видим самым большим в нашем ночном небе.
это, конечно, Луна. И она ближе к нам, чем все остальные небесные тела. Нельзя сказать, что до нее рукой подать. Луна находится на расстоянии почти в 385 тысяч километров от нас. Но, тем не менее, это наш ближайший космический сосед. Но мы долго не подозревали, насколько он богат. Теперь специалисты нередко называют Луну Персидским заливом Солнечной системы. Правда, под ее поверхностью не плещутся нефтяные океаны, зато в нашем спутнике полно гелия-3. А это еще круче, чем черное золото. Гелий-3 способен поддерживать термоядерную реакцию и залить нас энергией, но получить его крайне трудно. Этот изотоп производят звезды, включая Солнце. Когда два фотона объединяются с нейтроном и двумя электронами, во время процесса термоядерного синтеза, то получается гелий-3. Его разносит по космосу солнечный ветер. Изотоп достигает Земли и натыкается на преграду. Его не пропускает на планету магнитное поле. И лишь мизерное количество частиц все же проникают в атмосферу. Также гелий-3 производится в ядре Земли, а затем выходит на поверхность и попадает в атмосферу. Оттуда он улетает в космос. Но ядро планеты создает очень мало этого изотопа. Ученые считают, что каждый год в атмосфере Земли концентрируется лишь от 300 граммов до 2 килограммов гелия-3. А вот наш спутник этот изотоп вообще не производит. Тогда откуда у него подобное богатство? Луну можно сравнить с рачительной хозяйкой. Она насобирала гелий-3 за миллиарды лет своего существования. У этого небесного тела нет атмосферы и защитного магнитного поля, так что солнечный ветер без всяких препятствий делает прямую доставку на его поверхность гелия-3. Луна собирает все это добро, хотя и не прячет в дальние закрома. Поскольку на спутнике не происходит активных геологических процессов и круговорота веществ, находящийся на поверхности реголит миллиарды лет накапливает гелий. Считается, что Луна обладает примерно 1,2 миллионами тонн этого вещества. Ученые из Университета штата Висконсин оценивают стоимость его тонны в $4 миллиарда. Таким ценным гелий-3 делают экологичность и энергетическая эффективность термоядерного синтеза на его основе. Овладев этим процессом, человечество получило бы практически вечный и чистый источник энергии. Недаром все ведущие страны мира стремятся создать подобную технологию. Компания Интерлун из США привлекла инвестиции в размере $15 миллионов для добычи гелия-3 и доставки его на Землю. Сейчас инженеры работают над созданием посадочного модуля, который будет искать места, богатые гелием-3, на Луне. А в Китае хотят построить метательную установку и забрасывать капсулы с изотопом на Землю. Однако на пути к достижению цели все проекты наверняка столкнутся с огромными трудностями. Одна из самых серьезных в том, что у нас пока отсутствует технология управляемого термоядерного синтеза. И, возможно, старателям стоит для начала обратить внимание не на гелий, а на простую пыль. Это неожиданный и, на первый взгляд, совершенно непонятный поворот, который предлагают ученые. Ну, какой, скажете, может быть толк от пыли? Она на Земле лишь прибавляет нам хлопот, слепит глаза при прогулках в ветреную погоду, требует постоянных уборок в доме. Шотландские астрофизики из Глазго подскажут, как сделать надоедливые пылинки поистине бесценными. Речь, конечно, идет о лунной пыли и новой установке ученых. Возможно, это реальный шанс создать на Луне поселение, где не придется постоянно прятаться под куполом, а при выходе надевать скафандр из-за отсутствия кислорода. Ученые давно нашли большое количество этого газа в лунной пыли или реголите. Он возник в результате дробления и спекания лунных пород, метеоритов в условиях вакуума, а также ничем не ослабленного космического излучения. Реголит состоит из смеси измельченных гумусовых почв, золы, аллювия, скальных осколков, ледниковых отложений и других компонентов. Исследования показывают, что кислород занимает приблизительно 40-50% его состава. Газ связан в оксидах, которые входят в состав минералов или стекла, и недоступен для немедленного использования.
Экспериментаторы уже давно ищут способы, как извлечь его из этого состояния. До недавнего времени все попытки давали неудовлетворительные результаты. Предложенные методы позволяли получить лишь очень низкий выход кислорода или требовали для плавления экстремальных температур, превышающих 1600 градусов Цельсия. И только установка, которую недавно разработали исследователи из университета в Глазго, приблизила поиски к реальности. Экспериментаторы утверждают, что мощность устройства рассчитана на добычу кислорода в грандиозных масштабах. Сырья на это хватит с лихвой. Пыль сплошным ковром покрывает поверхность спутника Земли. Ее толщина местами достигает нескольких метров. С помощью установки, разработанной учеными из Глазго, атомы кислорода высвобождаются из молекул оксидов путем электролиза расплавленной соли. Правда, пока им удалось успешно выделить кислород из симулятора настоящего лунного грунта. Участники эксперимента досконально изучили состав подлинной пыли спутника Земли и создали ее точную копию в условиях нашей планеты. С помощью данного метода за 50 часов удалось извлечь 96% кислорода, содержащегося в реголите, и 75% его получили за первые 15 часов работы устройства. Кроме того, по окончанию процесса исследователей ожидал бонус в виде смеси металлических сплавов. Сам кислород, полученный из лунной пыли, возможно, когда-то позволит нам не только свободно дышать на спутнике, он откроет путь в далекий космос, доставляя звездолеты к далеким планетам. Дело в том, что жидкий кислород является основной составляющей топлива для многих двигателей. Теоретически, в будущем космические корабли смогут получить его для дозаправки на той же Луне или тех же астероидах где-то еще дальше от Земли. После Луны, а может быть и раньше, человечество намерено колонизировать Марс. Какие ресурсы Красная планета может предоставить в помощь переселенцам? Нельзя сказать, что она набита природными богатствами, но там они, конечно, есть. И если добывать полезные ископаемые для транспортировки на Землю вряд ли экономически выгодно, то для колонистов все очень пригодится. Залежи полезных ископаемых, как считают ученые, появились на Красной планете во многом благодаря вулканической активности. В той или иной степени этот процесс отмечается во всем геологическом прошлом Марса. Давайте разберемся, как колоссальные извержения вулканов могут нести не только катастрофы, но и обогащать космические миры. Когда вулканическая магма после выбросов попадает в подземные камеры планеты, она медленно остывает в течение многих тысяч лет. Все это время из магматического расплава выделяются и оседают более тяжелые элементы – медь, хром, железо, никель и кобальт. По мере охлаждения некоторые из них связываются друг с другом, образуя минералы, а некоторые продолжают находиться в свободном состоянии. После застывания магмы остается небольшое количество жидкой горячей воды. Ее можно назвать драгоценной жидкостью. Эта вода чаще всего содержит свинец, золото, серебро, олово, висмут, сурьму. Горячие растворы, обогащенные подобными элементами, проникают в трещины коры. Там они формируют гидротермальные месторождения полезных ископаемых. Некоторые из самых крупных на Земле залежей золота, серебра, свинца, ртути, цинка, вольфрама были сформированы в результате именно таких процессов. На Марсе, по мнению специалистов, добывать все эти ресурсы будет даже легче, чем на земном шаре. Там, во-первых, нет биосферы, и о вреде экологии нет и речи. Во-вторых, гравитация на Красной планете на 60% меньше земной. Следовательно, можно будет применить термоядерные заряды, чтобы вскрыть залежи. Многие из них незаменимы для будущих колонистов. В этом перечне, например, есть ниобий, металл, который используют в производстве сверхпроводников и специальных сталей. Лантан и неодим, а также европий, нужны для телевизионных мониторов и энергосберегающих светодиодных лампочек. Еще стоит обратить внимание на углекислый газ. Это тоже может показаться неожиданным, ведь на Земле он считается вредным, а вот на Красной планете данный газ скоро может стать бесценным. Экспериментальный прибор Мохия
размером с тостер, который привез на своем борту марсоход Perseverance, выработал из СО2 чистый кислород. Аппарат для производства создан с помощью самых продвинутых земных технологий. Детали для него напечатаны на 3D-принтере из термостойкого сплава никеля. В составе Мохия входит легкий аэрогель для удержания тепла и тонкое внешнее золотое покрытие, которое отражает инфракрасное излучение. Благодаря этому уникальный прибор способен выдерживать температуру 800 градусов Цельсия, при которой происходит преобразование газов. Аппарат работает путем отделения атомов кислорода от молекул СО2. Побочный продукт, окись углерода, выбрасывается в атмосферу. Мохия предназначен для производства до 10 граммов кислорода в час. Пока же, после часа работы, во время первой пробы выход газа составил около 5,4 грамма. Этого хватит для поддержания жизни астронавта в течение примерно 10 минут. Устройство особенно ценно тем, что при работе практически не ограничено сырьем, ведь атмосфера Красной планеты на 96% состоит из углекислого газа. Еще Мохия использует реголит, которым покрыт весь Марс. После переработки этот грунт превращается в топливо, воздух для дыхания или в сочетании с водородом в воду. Как раз то, без чего не обойтись будущим колонистам. Неудивительно, что НАСА и руководитель SpaceX Илон Маск пристально следят за новыми открытиями ученых на Марсе. Глава компании активно готовит полеты и обещает, что снимки астронавтов на Красной планете люди увидят в 2029 году. А мы тем временем ищем дальше. Как вы думаете, какие планеты Солнечной системы еще могут принести старателям хороший приз? Скорее всего, никто не бросится делать ставку на ледяных гигантов Уран и Нептун. Разве можно ждать прибыли от огромных небесных сосулек? Но не изменим ли мы свое мнение после путешествия в эти холодные миры? Астрономы давно выяснили, что они в основном состоят из воды, аммиака и метана. Правда, до сих пор очень мало известно о внутреннем строении ледяных гигантов. Последние данные, которые получили на Земле о них, прислал 30 лет назад космический аппарат Voyager 2. Зато с помощью моделирования и экспериментов астрофизики выяснили нечто фантастическое. На Уране и Нептуне могут лить алмазные дожди, только они совсем не похожи на земные осадки. Ученые выяснили, что самые внутренние области мантии этих планет, вероятно, имеют температуру около 6727 градусов Цельсия, а давление в их недрах в 6 миллионов раз больше, чем в атмосфере Земли. Самые внешние слои мантии холоднее, они разогреты примерно до 1727 градусов Цельсия. И там меньше давления, чем в земной атмосфере. Тогда у ученых возник вопрос, что происходит с водой, аммиаком и метаном при таких показателях? И если речь идет о метане, то сильное давление может разорвать молекулу и освободить углерод. Затем углерод находит других своих сородичей, образуя длинные цепочки. После этого они сжимаются и превращаются в кристаллические решетки, похожие на алмаз. Алмазные образования погружаются внутрь мантии, пока не разогреются до очень высоких температур и не испаряются. А потом пары поднимаются вверх, вновь конденсируются в более холодной внешней области мантии. И этот повторяющийся цикл ученые условно называют «дождем из алмазов». Конечно, пока исследователи пришли к такому выводу по результатам лабораторных экспериментов. Точно проверить эти выводы удастся лишь после отправки к Урану и Нептуну космического аппарата для тщательного изучения. Однако ученые уверены, что алмазный дождь – очень вероятная вещь. Еще можно допустить, что целые алмазные океаны плещутся на Уране и Нептуне. Огромное количество углерода под воздействием безумного давления и температуры не успевает толком кристаллизироваться, подходя к поверхности и тут же плавится. Кстати, любопытно, что расплавленный алмаз по своим свойствам похож на обычную воду. Интересно, кто мог бы обитать в глубинах алмазных морей? Но мы, как старатели, занимаемся разведкой залежей ценных ископаемых и возможностью их добычи. Расплавленные алмазы, возможно, сложная история для превращения их в полноценные драгоценности.
Вот если бы найти уже готовый огромный алмаз, а потом просто отпиливать его кусочки и переправлять на Землю, об этом до недавнего времени было пустым занятием даже мечтать. Но последние открытия астрономов показали, что такая история теоретически реальна. Правда, для этого наши технологии должны сильно шагнуть вперед. Однако мы осмотрим одно из таких мест и, может, по традиции старателей нашего мира застолбим себе небольшой участок. Для этого нам нужно осмотреть так называемые углеродные планеты, которые образуются из богатых углеродом и бедных кислородом протопланетных дисков. Астрономам пока доподлинно неизвестно, существуют ли в реальности подобные миры. Есть лишь предположение, что к ним относится 55 рака Е или Янсен, которая находится на расстоянии 40 световых лет от Земли. Правда, попав на эту суперземлю, мы не увидим сияния бриллиантов. И все же драгоценности будут везде под нашими ногами, куда бы мы ни ступили. Фишка в том, что вся эта планета – сплошной алмаз. Янсен предположительно очень богата углеродом, который, благодаря огромному давлению и температуре 2700 градусов Цельсия, превратился в драгоценный камень невероятного размера. Но поскольку планета постоянно повернута одной стороной к своему Солнцу, ее светлая сторона всегда расплавлена. Топтаться там по сокровищам все же будет невозможно, поскольку планета невероятно раскалена. Она, по сути, представляет собой жидкость. Можете себе представить текущие сквозь пальцы алмазы? Впрочем, опять не то. Речь идет о таких температурах, что жидкость тут же сожжет вам руку. Так что давайте выдохнем и поищем что-нибудь более простое и практичное. Как вам железные планеты? После алмаза звучит не супер привлекательно. Конечно, такие объекты нельзя назвать сокровищами, но и им есть чем вас удивить. Этот тип планет в основном состоит из богатого железом ядра, с небольшой мантией или вообще без нее. Меркурий как раз из их числа. Однако в масштабах Вселенной подобные миры могут быть намного разнообразнее. Планеты, полные железа, могут быть остатками обычных силикатных каменистых небесных тел. Их скалистые мантии сорваны гигантскими ударами при столкновениях с другими различными космическими объектами. Железные миры меньше и плотнее, чем другие типы планет аналогичной массы. У них нет тектоники плит или сильного магнитного поля, поскольку они быстро остывают после формирования. В научной фантастике такие планеты окрестили за их тяжесть пушечными ядрами, и астрономы тоже иногда используют это меткое название. Небесные пушечные ядра совсем не похожи на Землю. Вода и железо нестабильны в геологических масштабах времени, так что влажные железные планеты, вероятно, покрыты озерами карбонила, железа и экзотическими летучими веществами, а не водой. Примером планеты с железным характером может оказаться горячая Gliese 367b из созвездия Вела. Это почти наша соседка, поскольку находится в 30 световых годах от Земли. Из-за близости к своей звезде экзопланета получает в 500 раз больше радиации, чем наш мир от Солнца. Дневная температура там составляет около 1455 градусов. Из-за жары Gliese 367b потеряла атмосферу, а также внешние силикатные слои. Ее чрезвычайно плотное ядро из железа и никеля составляет около 91% массы планеты, а общая плотность примерно вдвое больше, чем у Земли. Это неплохой приз для старателей, ведь железо, хоть и не драгоценность, всегда в цене. WASP-121b из созвездия Кормы еще богаче. Это тоже огромный гигазовый гигант, находящийся примерно в 850 световых годах от Земли. По радиусу он в 1,74 раза больше Юпитера, а по массе в 1,1 раза. Экзопланета вращается вокруг звезды WASP-121, желтого карлика, по массе и радиусу сопоставимого с Солнцем. А вот температура светила минимум на 1000 градусов горячее нашего светила. Экзопланета выбрала себе место, можно сказать, в горячей точке и движется буквально бок о бок со своим раскаленным светилом. WASP-121b облетает вокруг железного карлика всего за 30 часов, то есть в 68 раз быстрее, чем Меркурий вокруг Солнца.
Из-за этого год на экзопланете длится лишь 1 и 3 дня. Из-за близости к звезде ВАСП-121b раскаляется до 2000 градусов Цельсия. Но это средняя цифра. На одном из полушарий температура достигает безумного показателя в 3000 градусов, а на другом она в 2 раза меньше. Но самое удивительное, что на столь экстремальной планете ученые нашли воду. Мы знаем, что сама по себе вода в любом мире большая ценность, а тем более на ВАСП-121b, где эта жидкость особенная. К такому выводу пришли исследователи из Института астрономии Макса Планка по результатам изучения атмосферных условий на ночной стороне с помощью телескопа Хаббл. Они выяснили, что круговорот воды на ВАСП-121b выглядит совершенно не так, как в нашем мире. Из-за высоких температур на обращенной к звезде стороне молекулы воды распадаются иногда буквально на атомы. Экзопланета не знает, что такое осадки, по крайней мере, в нашем понимании, из воды. Зато на ВАСП-121b, по мнению ученых, иногда льют невероятные драгоценные дожди. Фантастический мир. Попадем туда и прямо с неба будем ловить рубины и сапфиры. Хотя, на самом деле, все не так просто. Облака на экзопланете образуются в основном из частиц расплавленного от жары железа, магния, хрома и ванадия. Температура на холодной стороне позволяет мелким частицам расплавленных металлов конденсироваться в облака и литься вниз. Однако ученых удивило отсутствие в этом коктейле алюминия и титана, широко распространенных на подобных планетах. Они предполагают, что газы этих металлов конденсируются и выпадают в более глубоких слоях атмосферы, недоступных для наблюдений. Аналогов подобных дождей не найти в Солнечной системе. Например, алюминий конденсируется с кислородом, с примесями хрома, железа, титана или ванадия. Из этого состава получаются рубины или сапфиры. А значит, темное полушарие ВАСП-121b могут заливать драгоценные камни только в жидком виде. Трудно представить что-то круче, чем ливень драгоценностей. Впрочем, спешить с выводами не будем. Астрономы утверждают, что в космосе есть небесные тела богаче экзопланет. Звезды — вот где настоящее Эльдорадо. Некоторые светила просто переполнены драгоценными камнями и металлами. Откуда у них столько сокровищ? Давайте поищем самый большой звездный приз и разберемся с его богатствами. Если обратиться за подсказкой к астрономам, они наверняка назовут Люси. Это простое нежное женское имя дали белому карлику BPM 37093 из созвездия Центавра. На самом деле небесное тело невероятно твердое и скорее благородного происхождения. Настоящий алмаз, причем в прямом смысле слова. Диаметр алмазного ядра белого карлика составляет примерно 1500 километров, а вес — непостижимую для нас цифру в триллионы триллионов карат. Вот такими феноменальными драгоценными камнями украшает себя Вселенная. И если говорить о производителе этого небесного сокровища, то уверенно можно поставить на нем метку Made in BPM 37093. Да, звезда собственными усилиями превратила себя в алмаз. Люси, как и другие белые карлики, отличается безумной плотностью и колоссальным давлением в своих недрах. Также учтем, что звезда состоит из кислорода и углерода. А что получается, когда углерод оказывается под огромным давлением? Правильно, алмазы. Ученые предположили, что подобным образом ведут себя все белые карлики. Под невероятным давлением углерод в них кристаллизируется, и светила постепенно превращаются в гигантские алмазы. Так что, возможно, легенды, сравнивающие алмазы с драгоценными камнями, не так уж и надуманы. С ночного неба нам сияют самые настоящие самоцветы. Найти огромный алмаз для старателей, конечно, невероятно крутая история. Но если вы ставите на широкий ассортимент полезных ископаемых, то вам, безусловно, нужна HD 222-925 из созвездия Тукана. Астрономы из Мичиганского университета в США обнаружили эту яркую желто-белую звезду на расстоянии 1470 световых лет от Земли. Сначала исследователи посчитали, что их открытие не сулит ничего особенного.
и все же светило тщательно изучили с помощью космического телескопа Хаббл и наземных телескопов. Обсерватории, кроме всего прочего, видят разные спектры света объектов, которые показывают наличие тех или иных элементов и их количество. Результаты спектрального анализа HD 222-925 шокировали ученых. Состав светила оказался невероятным. Звезда содержит 65 элементов периодической системы. 52 из них являются тяжелыми, вроде серебра и золота. Из-за этого HD 222-925 даже называют звездой золотого стандарта. Но с ней еще не все понятно. Считается, что тяжелые элементы могут появиться только во время столкновения нейтронных звезд или же во время взрыва очень массивного светила. Каким способом составила свой невероятный коктейль почти из 2/3 периодической таблицы HD 222-925, вот в чем основной вопрос для ученых, и на него сейчас ищут ответ. А мы, поскольку в этой истории, скорее всего, замешаны нейтронные звезды, давайте внимательнее к ним присмотримся. В отличие от древних алхимиков на Земле, они научились производить в своих небесных ретортах золото, серебро, платину и другие ценные металлы. Причем заметим, что все это творят мертвые звезды, поскольку внутри них уже не идет термоядерный синтез. Правда, за рецепт сокровищ этим зомби приходится платить страшную цену. Они должны столкнуться друг с другом и еще раз умереть. Но в погоне за несметным богатством звездные мертвецы, похоже, не останавливаются ни перед чем. Астрономы из Массачусетского университета выяснили их драгоценный рецепт. Когда в звездах происходит термоядерный синтез, им нужна энергия для объединения протонов, и именно эта сила порождает более тяжелые элементы. Однако образование платины и золота требует гораздо больше энергии, чем может дать термоядерный синтез. Сначала исследователи считали, что такую силу звездам дает только взрыв сверхновой. Железо в их центре тогда может объединиться с более легкими элементами и образовать более тяжелые. Но потом удалось засечь гравитационные волны, возникшие в 130 миллионах световых лет от нас, в результате столкновения двух нейтронных звезд. Расчеты показали, что подобные катастрофы порождают больше тяжелых элементов, чем сверхновые. Вследствие столкновения образуется огромное количество золота, в несколько раз больше массы Земли. И подобные события не редкость во Вселенной. Примерно 75% всех массивных звезд существуют в парах, которые постепенно сближаются, сталкиваются, а затем сливаются воедино. Все эти звезды составляют основные сокровищницы галактик. Больше всего ученые знают о таких скрытых кладах в Млечном Пути. Они утверждают, что наша галактика даже по космическим меркам богата очень давно. Оказалось, что уже 10 миллиардов лет она формирует свои золотые запасы. В новом исследовании международная группа ученых с помощью суперкомпьютера разработала новые модели образования галактик с самым высоким разрешением. В ходе исследования, которое заняло несколько месяцев, ученые наблюдали за формированием виртуальной галактики, похожей на нашу. Астрофизики проследили всю ее историю от Большого взрыва до настоящего времени, чтобы понять, как материалы древних звезд распространяются сверхновыми. От углерода и кислорода до кремния и золота все элементы, окружающие нас на Земле, образовались в результате термоядерных реакций внутри звездных динозавров. Эти элементы разбрасывают по Вселенной после взрывов сверхновыми древних светил, а значит, астрономы могут определить их возраст. В результате ученые узнали нечто невероятное. Большинство своих драгоценных металлов Млечный Путь попросту похитил. Все эти сокровища образовались в более мелких галактиках, которые затем слились с нашей воедино. Астрофизики считают, что такая судьба весьма обычное дело для небольших галактик. В то же время ученые отмечают, что моделирование является лишь подсказкой реальных событий во времена формирования нашей галактики. Однако предсказанное количество звезд с большим содержанием золота и платины в Млечном Пути вполне соответствует тому, что астрономы наблюдают на самом деле.
Чтобы добыть все эти богатства, конечно, придется как следует потрудиться. Да и подходящих технологий для этого у нас пока нет. Но в галактиках есть и другие места, интересные для старателей. В них можно черпать сокровища прямо из воздуха. Вернее, поскольку воздуха в космосе нет, то в данном случае речь идет о межзвездном пространстве. И ученые в одном из последних исследований дали подсказку, где и что искать. Астрономы давно заметили загадочное слабое сияние, исходящее из некоторых регионов Млечного Пути. Как будто кто-то рассыпал по небу блестки, а затем их подсветил. Исследователям удалось выяснить, что этот свет испускает какой-то тип очень маленькой, быстро вращающейся частицы. Явление известно как аномальное микроволновое излучение. Но точного виновника свечения астрономы долго определить не могли. Только недавно удалось понять, что мягкий свет по небу рассеивают нанофракции алмазной пыли, покрывающей звезды. Сияние в небе драгоценных камней звучит как фрагмент волшебной сказки, но реальность этой истории подтвердило новое исследование с использованием данных телескопов в Австралии и Западной Вирджинии. Астрономы изучили свет в 14 новорожденных звездных системах по всему Млечному Пути. В ходе работы получено первое четкое изображение аномального микроволнового излучения, исходящего от протопланетных дисков. Подобные отпечатки очень редкие и отмечены только у 3 молодых звезд из всех изученных астрономами. Исследователи провели более тщательное расследование в деле с аномальным излучением 3 молодых звезд, используя прием Шерлока Холмса. Суть метода состоит в исключении всех причин, пока не останется одной, самой обоснованной. Таким образом, выяснилось, что наилучшим кандидатом на странное микроволновое свечение являются наноалмазы вокруг новорожденных звезд. По оценкам ученых, эти микроскопические драгоценные камни составляют от 1 до 2% общего количества углерода в протопланетных дисках. Удастся ли когда-то собрать алмазную пыль и превратить ее в реальные сокровища? Наверное, этот вопрос еще долго останется открытым. А вот для освоения более доступных космических богатств во многих странах уже предпринимаются конкретные шаги. Так, в Англии корпорация Asteroid Mining разрабатывает роботов под названием Scar-E. Они предназначены для того, чтобы бурить астероиды, добывать полезные ископаемые, а затем отправлять на Землю с помощью коммерческих кораблей. Компания также планирует запустить микроспутниковый космический телескоп на низкую околоземную орбиту в 2025 году. Ожидается, что телескоп будет нацелен на потенциальные места добычи драгоценных металлов и воды. А в Китае готовят космический корабль по разведке полезных ископаемых на астероидах. Аппарат будет собирать образцы для определения перспективы дальнейшей разработки этих копий. Правда, пока не совсем понятно, кому принадлежат вселенские месторождения, кто имеет право их добывать и использовать. В 1979 году в ООН было разработано соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. В нем провозглашается, что космические ресурсы являются достоянием всего человечества и не могут быть присвоены государством или частной компанией. Вот только ни одна страна, способная запускать аппараты в пространство, не ратифицировала документ. И это и понятно. Застолбить какой-то участок, богатый титаном, платиной, золотом – большой соблазн. Космических старателей теперь не остановить. А вы уже подобрали себе подходящий участок во время нашего путешествия? Если нет, поспешите. Конкуренция будет только расти.